пришло время определиться со схемой. Значит, я это вижу так. Начнем с антенны, со входа. Здесь у нас будет подключаться вот антенна. Вот так. И у нее будет низкое сопротивление. Если это будет четвертьволновая там, кусок провода, то будет сопротивление порядка там, десятков, сотен Ом. Вот это у нас будет антенный вход. Начнем приемник сначала, то есть с антенны. И здесь будет у нас он нагружен на низкоомную катушку. Условно это все рисую. Так, схемку набрасываю. Низкоомная катушка входного контура. Входной контур нам нужен будет для того, чтобы отделить зеркальный канал, грубо говоря. Потому что частота гетеродина в плюс и в минус есть рабочие частоты от этой частоты на значение промежуточной частоты. Промежуточную частоту, вероятно, выберем стандартную, 465 кГц или 500 кГц. Можно взять 500 кГц условно, смотря как намотаем контуры. И задача этой катушки будет, помимо согласования антенного сопротивления входного низкого и высокого входного сопротивления сеточного нашего смесителя, у нас не будет усилителя высокой частоты, у нас сразу же из антенны пойдет на сетку смесителя. То эта катушка будет также фильтровать зеркальный канал приема. То есть на частоте вдвое, скажем так, большей или меньшей, смотря в какую сторону преобразования, от частоты гетеродина, то, вернее, от частоты промежуточной, то, значит, эта катушка будет иметь очень-очень высокое сопротивление. Значит, вторая катушка у нас будет работающая в резонансе. У нее будет сопротивление высоко. И также у нее достаточно высокая добротность. Ее придется перестраивать по диапазону тоже. И сюда мы включаем одну секцию нашего переменного конденсатора. Также здесь нужно будет отделить по постоянному току, развязать вот этот контур, чтобы он у нас сетку не шунтировал. Тоже еще одним конденсатором. И здесь сделаем подстроечник. Это у нас будет входной контур. Здесь будет у нас антенна. Дальше лампа SO242. Это гептод. Она в себе имеет как гетеродинную часть, так и смесительную. Поэтому мы нарисуем вот здесь лампу. Вот таким вот образом. У нее есть анод. У нее есть 5 сеток. И катод. Накал я рисовать не буду, тем более он в этих лампах прямой. Вот эти сетки, они в баллоне замыкаются вместе. И на вот эту сетку мы подаем наш антенный сигнал. Также нужно задать рабочую точку этой лампы. И для амплитудной модуляции очень важно такое понятие, как размах полезного сигнала. Условия приема постоянно разные, и поэтому вводится всегда автоматическая регулировка усиления. Здесь она будет крайне примитивная, но тем не менее. Будет сеточная регулировка усиления. И сюда вот подается резистор. И мы этим резистором будем определять и рабочую точку, и усиление лампы. По переменному току эта цепь должна быть зашунтирована конденсатором. Также в этой же лампе мы делаем гетеродин. Гетеродин у нас будет, скажем так, семкостной трехточкой, ее можно назвать. За счет даже емкости буквально лампы. Поэтому пытаюсь рассказать на одном дыхании, без всяких дублей. Поэтому
рассказываю вот таким вот образом. Отсюда мы задаем также рабочую точку этой лампе резистором. И отсюда снимаем по переменному напряжению сигнал обратной связи. И он у нас пойдет в катушку гетеродинную. Гетеродинная катушка у нас будет находиться вот здесь, отсюда. Вот так. И тоже перестраивается по частоте переменным конденсатором второй секции. То есть, грубо говоря, вот эти у нас конденсаторы связаны на одном валу. И мы одновременно перестраиваем и частоту гетеродина, и частоту входного контура. Дальше нам отсюда, ну здесь само собой этот контур имеет свой конденсатор. Он работает на некой резонансной своей частоте, и этим конденсатором он регулируется. Также здесь для растяжки диапазона здесь можно последовательно включать конденсаторы. Вернее, не для растяжки, а для сжатия. Ну, это уже такое. Отсюда же мы берем катушку обратной связи. Ну, предположим, вот она у нас должна быть намотана вот здесь. И одним концом мы ее пускаем в эту сетку. Ну, здесь у нас заземление. Катод у нас будет прямо глухо на земле сидеть. Сюда, в этот конец, он у нас должен быть зашунтирован по переменному напряжению конденсатором. И сюда мы подаем через резистор соответствующий. Мы их потом уточним. Сюда можно подать плюс анода. Значит, вот эти колебания, которые возникают в этом контуре, они складываются с колебаниями, которые приходят из антенны, взаимовычитаются или складываются, и в анодной цепи происходит колебание разности этих частот. И их нужно выделить еще одним анодным контуром, который тоже шунтируется по высокой частоте на массу. Также у нас еще есть экранная сетка, которую необходимо также зашунтировать по высокой частоте. И вводится резистор экранной сетки. И подключается на общее напряжение анодное. Здесь у нас получается напряжение анода. Так, это у нас получился первый каскад гетеродина и входной цепи и гетеродина. И вот здесь катушка связи будет стоять. Вот это у нас будет контур ПЧ. Вот эти конденсаторы и катушки, они настраиваются в резонанс на 465. И отсюда мы снимаем уже на второй каскад усиление промежуточной частоты. Здесь у нас будет находиться еще одна лампочка наша. Здесь применится лампа ESO, по-моему, там 242 называется. А здесь у нас будет лампа стоять 2К, 2М.
Это лампа буква К, в отличие от буквы Ж. Есть 2Ж, 2М, а это 2К, 2М. Вот буква К, вот это обозначает пентод с удлиненной характеристикой. То есть ею в начале там, характеристики она более длинная. И можно смещением рабочей точки регулировать ее усиление. Этим достигается то, что можно использовать в каскадах ПЧ с автоматической регулировкой усиления. Вот, она также у нас имеет катод и 3 сетки и анод. Ну, обычно вот это, если это пентод, то вот эта сетка, она соединяется внутри баллона с землей. Она там и не указывается, обычно она вот так вот рисуется схематически. Здесь мы должны сюда подать сигнал с нашей катушки связи. Так как мы подаем, у нас выход высокоомный у лампы, и вход у нас тоже высокоомный, поэтому мы снимаем прямо с полностью колебательного контура. Не с отвода, не с катушки связи, а также точно в резонанс. И здесь мы уже можем сюда подать напряжение нашего смещения сетки. То есть вот отсюда вот это напряжение, где мы тут, вот его можно соединить каким-то образом. Так надо на схеме теперь это нарисовать, что вот эта линия у нас соединяется вот сюда. И теперь, изменяя вот здесь, в этой точке напряжения, мы смещаем обе вот эти лампы и меняем их коэффициент усиления. Вот таким образом. Дальше. Здесь также экранная сетка, здесь стоит экранный конденсатор, блокирующий конденсатор и экранный резистор на анодное напряжение. Вот это у нас оно и есть. Тут также дальше стоит колебательный контур, настроенный на частоту ПЧ в резонанс 500 кГц. И также катушка связи. Но здесь сейчас будет кое-что интересное. Итого, мы имеем гетеродин, входные цепи, смеситель, преобразователь. Также мы имеем первый каскад усиления промежуточной частоты, фильтр ПЧ, фильтр основной селекции. И мы имеем здесь, получается, смещение рабочей точки для регулировки усиления. На то время, скажем так, на современность этих ламп, которые мы используем, они были очень дорогие. И у них было достаточно низкое усиление и высокие шумы и показатели так себе, не ахти. Поэтому использовалась схема с минимальным количеством ламп, с максимальным усилением, скажем так. И эта схема называется регенеративный детектор. То есть его такой смысл, это называется умножитель добротности. Вот между вот этих катушек наматывается дополнительно еще одна катушка связи. И вводится каскад в положительную обратную связь. Как бы он всегда на грани самовозбуда, но возбудиться не может. И получается, что малейшие воздействия извне на этот каскад в нем создают как бы большие возмущения. Что и есть, собственно, вот его такое вот пороговое значение. И это надо отдельно объяснить по работе. Пока со схемой давайте разберемся. Значит, у нас здесь есть еще одна лампа. И это будет так называемый сеточный детектор. Потому что тогда тратить целую лампу на диод, это было не камильфо.
из-за дороговизны, из-за того, что на нее нужно было подавать отдельный накал, она потребляла отдельный анодный ток, а приемник все-таки батарейный. Кстати, надо будет его запустить от батарей. Ставится еще одна лампа. Такая же 2К2М. Ее будет достаточно. Обычный тетрод. Тетрод. Я его пентодом назвал, по-моему. Тетрод. Так вот. Теперь эта лампа у нас работает как сеточный детектор. В эту сетку включаем резистор, который будет определять ее рабочую точку. Вот это вот дело мы соединяем с сеткой. Сейчас я расскажу, как это все будет работать. Так, катушка. Отсюда мы снимаем полезный сигнал. Одним концом на массу. Здесь мы ее развязываем. Ну, у нее будет свой конденсатор, само собой. Она настроена в резонанс. Здесь мы по постоянному току развязываем. И подаем на сетку наш полезный, нужный для усиления сигнал. С анода лампы мы снимаем напряжение на катушку связи. А ее, как бы, скажем так, ее коэффициент включения в контур будем регулировать еще одним переменным конденсатором. Я его сюда выведу. Это будет такой конденсатор. Конденсатор связи. То есть, какой смысл? Теперь, как у нас будет работать система АРУ? То есть, сеточный детектор. Когда сигнала нет, вот здесь напряжение 0. На аноде ток у нас получается максимальный. Лампа открыта, она не заперта. И на аноде через анодные сопротивления тоже по факту 0. Теперь, когда у нас поступает сюда полезный сигнал через этот конденсатор, высокочастотная составляющая создает в сетке, то есть положительные полуволны создают сеточный ток, а отрицательные полуволны лампу запирают. И мы получаем здесь колебания промежуточной частоты. Но так как сигнал промодулирован по низкой частоте, то напряжение здесь высокой частоты постоянно меняется. И по этому закону изменения, то есть получается, что положительные волны создают здесь сеточный ток, а отрицательные лампу подпирают. То здесь получается вот на аноде у нее две частоты. Промежуточная и уже звуковая. И отсюда же, то есть когда здесь появляется полезный сигнал, можем рассматривать вот этот участок сетка как диод. Здесь начинает образовываться отрицательное напряжение. И этим отрицательным напряжением мы можем управлять рабочей точкой этих ламп. И такое себе примитивное АРУ можем сделать, автоматическую регулировку усиления. Чем больше здесь сигнал, тем больше на этой сетке выделяется отрицательного напряжения, и тем сильнее мы отрицательным напряжением подпираем лампы, и они коэффициент усиления уменьшают. И таким образом мы получили АРУ. Но теперь сюда можно ввести положительную обратную связь. Это придумал инженер, радиотехник, американец Армстронг. Еще, по-моему, в 1912 или 2014 году, если не ошибаюсь. То есть каскад имеет положительную обратную связь. Вот этот сигнал с анода через эту катушку связи подается как бы обратно в сетку. И вот этим конденсатором включение этого контура регулируется. И нужно найти такую точку, когда он еще не срывается в генерацию, но вот-вот-вот. И тогда добротность этого контура многократно возрастает, потому что сигнал, который вне его полосы пропускания, резко затухает.
И поэтому здесь получается, вот если найти вот эту точку, то получается очень-очень высокий коэффициент усиления, очень высокая добротность, и очень неплохо оно все это дело работает. Ну, достаточно устойчиво или нет, это уже покажет практика, смотря как сделать правильно вот эти все контуры. Дальше, если загнать его именно в режим генерации, то есть включение этого контура сделать максимальным, то есть максимальную вот эту вот емкость, то можно принимать SSB сигналы. Ну, не SSB, не однополосные, а, скажем так, сигналы с подавленной несущей. Вот. И можно будет послушать радиолюбителей. Что мы имеем дальше? Здесь у нас получается сигнал двух частот. Промежуточной и звуковой. Так вот, нам нужно промежуточную частоту отделить от звуковой. Можно здесь поставить вот такой вот, скажем так, можно грубо назвать интегрирующую цепочку. Два резистора. И сюда будет подключаться анод. Анодное напряжение. Ну, соответственно, экранная сетка тоже у нас через конденсатор заблокирована на землю и имеет экранный резистор. Значит, отсюда мы берем напряжение одним конденсатором маленькой емкости. Мы его блокируем на землю. Это у нас будет по высокой частоте. А здесь конденсатор возьмем емкостью побольше. И это у нас будет, здесь будет свободно проходить звуковая частота. То есть, что у нас получается? Вот этот резистор, вот этот резистор будет нагрузкой для высокочастотной составляющей. Вот этот вот. А вот этот для низкочастотной составляющей. То есть высокая частота, которая вот здесь на аноде, она будет гаснуть по вот такому принципу. Через резистор, через конденсатор малой емкости и на землю. Сюда здесь мы уже включим регулятор громкости. Довольно с высоким сопротивлением. Вот, здесь будет у него высокое сопротивление, поэтому сюда высокочастотная часть сюда не пойдет. Потому что здесь будет высокое сопротивление вот этого резистора. Погасится на вот этом конденсаторе на землю. А вот этот резистор даст выделить звуковую составляющую. То есть на нем будет анодный ток работать. И вот эти колебания звуковой частоты пойдут через вот этот конденсатор. Вот этот конденсатор малой емкости, он уже не будет такое влияние оказывать для частоты звуковой. Поэтому звуковая частота через этот конденсатор идет на регулятор громкости. Потом здесь поставим еще одну лампу. Вот такую. Это у нас будет лампа оконечный тетрод SO244. Сразу же в сетку мы подаем регулятор громкости, потому что сетка с этой стороны у нас развязана по постоянному току конденсатором. Здесь уже нам привычный сеточный блокировочный конденсатор экранной сетки и резистор. Вот так. А в анод включаем согласующий трансформатор. Анодное сопротивление очень высокое. И нагрузить его просто на динамик, там буквально сотни Ом, а то и килоомы, не получится. Поэтому высокоомная первичная обмотка включается на низкоомную обмотку, которая согласует наш динамик. Вот так. Здесь нужно задать рабочую точку вот этой лампе. Потому что когда не будет полезного сигнала, когда будет тишина, получается, что лампа будет открыта. То есть у нас на сетке будет 0.
Здесь никакого не происходит детектирования. На сетке 0, и лампа полностью открыта. И она, получается, будет иметь анодный ток. Анодный ток, и он будет попросту расходоваться на намагничивание трансформатора и на износ катода, и на то, чтобы нагревать и лампу, и трансформатор. Поэтому надо лампу подпирать. Ну и выбрать ей, соответственно, рабочую точку, чтобы не было искажений. Для этого ее нужно включить по некой здесь хитрой схеме. То есть мы можем сделать таким образом, что у нас наше питание, вот я сейчас попытаюсь объяснить. Вот сюда мы, например, подключаем батарею. Вот так. У нас здесь будут стоять наши батарейки. Вот здесь на минус. И это анодная будет батарея. И будет еще одна. Здесь вот это у нас будет накальная батарея. Вот. То мы, каким образом мы можем сделать? Вот это, значит, у нас минус батареи накальной. Мы ее садим вот сюда. Отсюда мы, как бы, сейчас я попробую объяснить. Не, наверное, мы здесь вот разделим. Я чуть-чуть так в голове держу, ну как это все объяснить. Отсюда мы берем на накалы. Вот это накал. А вот эту батарею, вот эту, мы садим на минус через резистор. Вот так. И подключаем вот сюда. И в эту точку, вот в эту точку, мы можем подключить этот регулятор. Вот таким образом. Здесь сюда надо включить будет конденсатор электролитический, там микрофарад на 10. Потому что сопротивление батареи будет достаточно высокое, особенно когда они подсядут. И низкочастотный усилитель может уже, ну, ему не на что будет опереться. Если по высокой частоте у нас еще будут стоять блокировочные конденсаторы, то по низкой частоте нам нужен будет вот этот. Это заметно добавит громкость и общую стабильность схеме. А вот здесь, за счет этого мы получили на этом резисторе некое падение там отрицательное. То есть минус там, ну, 1 там, или там 1,5, там 2 вольта, грубо говоря. На вот этом резисторе, ну, который может быть там подобрать несколько сот Ом. То есть мы, получается, здесь уже на вот этой сетке отрицательное смещение уже создали. И таким образом лампа будет работать нормально. Вот такую вот схему я себе представляю. Вот так вот мы ее сделаем. Поэтому со схемой определились. Ну, теперь что? Надо делать шасси. А как его делать? Надо как-то примерить, посмотреть и решить. Ну вот, я тут кое-что подготовил. Вот такие всякие штучки. Понаходил вот такие контуры. В телевизоре повыпаивал. Сейчас покажу все, что у меня есть. Резисторы подобрал. Нашел вот такие вот панельки. Но, правда, 3 керамических и одна такая вот бакелитовая. Один такой колпачок удалось найти наверх. Ну, правда, пока один. И вот такие вот переменнички. Этот будет на катушку связи. Вот такой будет на гетеродинный антенный контур. И вот эти катушки я их разберу, перемотаю, перерасчитаю. И будет все отлично. Поэтому вот такие вот есть детали. Сейчас я это все отложу. И скорее всего, я так подумал, буду делать из текстолита. У меня есть толстый текстолит. Я здесь подобрал вот такой кусочек. И на нем нужно просто-напросто сейчас попробовать разместить все детали, как я это вижу. Ну, я так уже прикидывал. Думаю, что разместить вот так вот лампы.
Вот, это у нас будет первая лампа, диптод. После нее будет контур ПЧ. После это будет вторая лампа, усилитель ПЧ. После нее еще один контур. Вот это у нас будет лампа, которая детектор. Там же должен стоять конденсатор, который будет регулировать связь, положительную связь. Ну вот мы, предположим, вот этот поставим сюда. Так, вот сюда лампу низкой частоты усилителя. Надо посмотреть, чтобы здесь ничего вот так вот не зацеплялось. Ну, там уже так-то переставить, переразметить, все померить. Я пока вижу это вот так. Так, можно вот этот конденсатор здесь вот так поставить. Вот таким образом. Что нам еще нужно? Нам нужно вот этот конденсатор здесь поставить. Переменной емкости. Вот тут пусть так вот и будет стоять. И сюда один контур надо поставить нам гетеродина. И один контур будет стоять входной. И они как раз оба будут регулироваться, перестраиваться вот этим вот конденсатором. Я думаю, в принципе, нормально будет. Здесь сделать такую панель. Регулятор громкости здесь сверху. Ось вывести. Вернирное устройство можно будет сделать. Вот здесь такую крутилочку какую-то придумать, чтобы настраивать. И динамику тут. Трансформаторчик звуковой можно будет в подвале сделать. Я думаю, делать один диапазон. Можно было бы, конечно, ввести еще переключатель и еще пару контуров. Но я думаю, это бессмысленно, потому что пользоваться этим приемником прям для постоянного прослушивания вряд ли я буду. А так как работать как экземпляр, такой экспонат, да. Так, у нас получается катушек 4 штуки. Ну да. Одна ПЧ, вторая ПЧ, гетеродин и входная. И вот таким образом, я думаю, это все расположить. Вот так вот я обрежу. Вот так обрежу и сделаю ему мордочку. И из этого же обрезка, который останется, сделаю подвал. Из этих двух. Я думаю, так будет в самый раз. Поэтому приступаем к слесарным всем делам. Кинулся конденсатор прилепливать. А оказалось, на этой плоскости у него нету этих отверстий. Ну вот, пришлось разметить. Вот так потихоньку. И все отверстия будут дорезаны. Ну вот здесь я уже разметил под это все. Теперь я нарезал резьбы в конденсаторе, чтобы он стал вот таким образом. И теперь под него нужно как-то разметить. То есть нужно сделать лекало, кондуктор. Надо приложить сюда бумажку, продавить эти все отверстия, обрезать контуры и здесь под него разметить. Для этого берем белую бумажку, грязные руки и получается вот такое лекало. Надо просто притереть и все. И сейчас по нему я его установлю. Ну, вот платка вырезана. Размер его получился там что 190 на 110, небольшой. Я вот разметил, написал отверстия, каких диаметров должны быть. И сейчас я ее вот так вот подровняю на наждачной бумаге, потому что я обрезал ее ножницами по металлу. Ну, само собой, немножечко криво получилось. Ну, не прям там сильно, ну, торцы надо торцануть. Почистил торцы немножко, сделал разметку, написал диаметры, какие здесь будут. Скорее всего, что здесь в контурах под пайку я вот не могу определиться как. Или их запаять, или вот этим просто придавить их. Я, наверное, все-таки думаю, что я просверлю маленькие отверстия под вот эти вот выводы. А потом там пятачки раззинкую. И их туда вставлю. Медь удалю. Они будут очень надежно держаться. И вот этот экранчик сверху тоже будет запаиваться. Наверное, так вот сейчас и сделаю. Потому что по-другому, ну, будет ненадежно. Если я их
просто рассверлю эти отверстия, там, чтобы зазор был. Ну, будет этот контур телепаться, он будет только на одном этом язычке держаться. Не пойдет. Поэтому сейчас буду все это рассверливать, размечать дальше. Я разметил под контура. Все получилось вроде бы нормально. Вот такие вот я сделал под них сверловки. Вернее, кернение пока что. Сейчас буду все это рассверливать. Стараюсь аккуратненько делать. И сейчас рассверлю. Все посверлено. Все отверстия просверлил. И теперь можно попробовать все это размещать. И у меня есть кое-какие идеи по выводам катушек. Сейчас я попробую, вставляется ли сюда панельки. Да, вставляется. С этой стороны я все закреплю. Вот я повставлял все детальки. И вот так вот это получилось. Сзади будет смотреться красиво. Будут 3 лампочки стоять. Вот эти контуры. Я думаю, он будет очень красиво смотреться. Сделаю ему подвал, переднюю морду. Гарнирное устройство придумают, наверное, будет сюда. И динамичек небольшой. Ребята, мне несказанно повезло. Мне удалось найти на местном барахле вот такие вот новые колпачки керамические. Это просто такая пруха, я не знаю. Ну, конечно, не дешево. Я их по 100 рублей взял, каждую штучку. Но это будет просто офигенно. Так, вот так вот получается сверловка. Но есть один такой момент. Потому что я собираюсь устанавливать катушки. И тогда возникает такой вопрос. С этой стороны нужно как-то вот эти выводы здесь запаять, зафиксировать. И я придумал одну идею. То есть я вот здесь сделаю вот такие пропилы. И сюда на этот пятачок меди я припаяюсь. И к нему можно будет вести нормально монтаж. А как это сделать? Как вот здесь сделать такие кольца вырезать? Я сейчас подумаю. Я думаю, что, наверное, я возьму какой-нибудь или сверло, или, может быть, обломанный нафель. Заточу его с 2 рогами. И смогу здесь вырезать вот такие штуки. Сейчас попробую. Наверное, с обломанного нафеля. Ну вот, я нашел обломанный надфиль. И сейчас я ему попробую придать здесь форму такую, чтобы я им мог вырезать отверстия. Сейчас на наждаке сделаю. Вот способ с этим надфилем оказался просто великолепный. Я его вот так вот еще чуть подработал, заточил, сделал кромку. И режет он просто изумительно. Вот так вот получаются пятаки. Он центруется. Сейчас, чтобы вам было видно. И одним просто вот по факту, одним вот таким движением вырезается вот такой отличный пятак. Изумительно. Прям вот можно даже не без сверловки таким способом делать весь монтаж на таких пятаках. Надо, прямо в центре поставил, обвел, и пятак готов. И прямо вот аж, ну, мне прям вот очень понравилось. И такие монтажные пятачки можно делать. Хорошая была идея, берите на вооружение. Ну вот такие вот у меня пятачки получились. Вообще просто великолепно, очень быстро, за 5 минут я сделал такие вот пятачки. Прикрутил я конденсатор, чтобы все разметить. Выпилил мордочку. Здесь с этой стороны я решил удалить фольгу. Вот это будет отверстие под динамик, здесь станет. Это будет смотровое окошко. Будет шкала. Вот такой я сделал диск. Здесь будет ниточкой вернирный привод и такой диск. Здесь я сделаю разметку, да, может, в частотах. Вот, чуть-чуть он не влазил, и пришлось здесь немножечко сделать вот такой пропил,
Ну, он не будет там сильно заметный. Вот так будет стоять диск. И вот эта панель вот так вот станет. И будет здесь его видно. То есть получается, это передняя панель будет. И этот диск будет видно вот там вот в дырочку. Вот таким вот образом. Вот такое смотровое окошко. Здесь можно будет вставить какую-нибудь или вклеить, может, пластик. И натянуть или так натянуть какую-нибудь здесь такую ниточку, проволочку. Ну, как вот шкала. Динамик, я думаю, я вклею с обратной стороны его. Ну, или как-то там прикручу. А здесь просто натяну ткань. Ну, понятно, что в него не надо будет тыкать. Здесь будет два регулятора. Здесь будет громкость. А здесь будет конденсатор обратной связи. И, скорее всего, что где-то тут может быть выключатель питания. Сделаю такой. Тут будет два антенных разъема, земля и сам разъем. Здесь покажется пустое место. И здесь еще такие коцки на текстолите. Можно будет сюда приклеить какой-нибудь там что-нибудь, орнамент какой-то. Вот. Из того, что у меня получается. Поэтому здесь уже посверлено практически все. Вся сверловка сделана, слесарка вся здесь делается. И скоро буду собирать. То есть надо будет, я буду все крепить на пайку. Я прикреплю, вот я провел линию. И здесь вот так вот прикрепится. Вот сюда пристыкуется панель и передняя лицевая панель. И здесь получится вот такой вот подвал. Начал я тут мучиться с вернирным устройством. Уже и так, и сяк, короче, городить его как-то. Я понимаю, что эта оська должна быть где-то вот здесь вот я линию провел. И разобрал я, раздолбал резистор. Пришлось им пожертвовать один с длинным штоком. И вот эту штуку я вытащил. Вот на ней оно будет вот так фиксироваться. Это я пока мысли вслух. И вот так вот как-то его вращать. Но. Потому что вот этот конденсатор я сюда разместил рановато. Мои просчеты. Получается, что когда я ставлю сюда этот конденсатор, дай, блин, засовывайся, то он у меня получается в оси вернирного устройства. Вот так. И в него здесь будет упираться. Мало очень места. Короче, блин, придется его перенести вот сюда. А вот эти дырки останутся нелепые. Ну, ладно, я думаю, я как-то вот здесь вот так закрою их. Вот этим вот осью вот этой. Так что фиг на них. Я здесь такую стоечку куда поставлю. Я еще думаю, как это все делать. Скорее всего, конденсатор я прямо сейчас перемещу. А вот эту оську я, наверное, здесь буду крепить на такой стоечке. Сделаю стоечку, оську. И тогда это все должно будет нормально собраться. Короче, думаю дальше. Ну, мудрил, как здесь оську сделать. В итоге я вот эту штуку прикрутил вот сюда. Будет такая направляйка. И я ее вот здесь так вот припаяю. Вот эта линия оси будет. И вставлю сюда вот эту штуку. Все прикручу. И ось уже выйдет вот в это отверстие. И с этой стороны, вот здесь вот на передней панели, будет ручка настройки. Ну, я думаю, так. Надо будет как-то сначала, наверное, это все припаяю. Потом накручу ниточку. Соберу, вставлю. А потом, наверное, как-то я уже буду припаивать панель. Но я еще не понял, как я это буду делать. Ну, пока вот так. Пока что надо будет сейчас четенько отцентровать это все. Припаять ее. Здесь потом припаяю еще такую стойку, на которой будет держаться конденсатор и переменный резистор. И можно будет попробовать панель припаять уже к лицевой панели. А вот и припаял я эту штуку. Вроде бы даже получилось ровненько. Под 90 градусов. И здесь будет стоять вот эта втулка. Так вот
я ее сюда и прикручу. И она же будет направляющей для оси. Надо будет зафиксировать ось. То есть будет вот эта вот оська. Я ее сюда вставлю. Вот так. И здесь она будет ходить. Потом я обрежу, сколько мне нужно. Вот здесь надо будет сделать такую накатку для ниточки. А вот тут, скорее всего, я вот тут вот... Может, гайку накрутить? Не, я вот так вот ее обрежу. Просверлю отверстие вот здесь в теле. Нарежу резьбу и закручу винтиком с шайбой. И этот винтик не будет давать ей здесь перемещаться и выпадать. Ну, какой-то минимальный люфт останется. И все. И она будет здесь, она очень четко будет держаться в этой направляйке. И также она будет держаться в самой панели. Там тоже очень плотненькая дырочка. И нормально здесь будет все крутиться, вертеться. И люфта здесь практически не будет. Она уже держится хорошо. Теперь надо решить вопрос. У меня здесь будет стоять вот так конденсатор. И над ним будет стоять регулятор громкости. Вот так вот. То есть в плоскости это будет примерно вот так выглядеть. Такая будет стоечка здесь как-то стоять. И две ручечки будут удлинены. И надо это... Просто я его не хочу ставить. Я не хочу, чтобы на передней панели были вот эти вот гайки. Вот эти болты, гайки. Вот это вот. Я не хочу. Я хочу, чтобы ручечки все были под, скажем так, в плоскость с панелью. Поэтому я вот тут поставлю, ручечки удлиню. И я думаю, что надо сейчас все промерить и сделать такую вот стоечку. Припаял вот эту стоечку сюда. И на ней будет размещаться вот так вот конденсатор. Вот здесь. И сверху будет стоять регулятор громкости. Вот тут я такой зазорчик сделал, чтобы они друг за друга не цепляли. Наверное, он у меня получился или нет. Видимо, что нет. Поэтому я сейчас тут чуть-чуть так вот как-то здесь поиграюсь, поразмещаю. И будем делать дальше. Поэтому пока сейчас припаиваю все вот эти штуки, которые будут стоять. А потом уже, потому что это будет неудобно, потом уже буду переднюю панель припаивать. Ну, вот так вот примерно получается. Вот такая вот панель. Здесь я уже прикрепил КПЕ, конденсаторы, крутилочку. И вот здесь вот получается такая шкала. Здесь надо будет такие переходные муфточки сделать. Резистор не нашел я такой вот, как положено. Ну, на 470 килоом с длинным штоком. Есть такой с длинным штоком. Ну, поищу, может, найду, не буду заморачиваться тогда. Может быть, где-то похожу по барахолкам, да и найду. Вот здесь будет динамик. Вот здесь вернерное устройство будет. И вот диск. И вот, если вот его крутить, надо будет здесь потом его шлифануть полностью, чтобы не было царапин. И сделать там какую-то разметочку. Когда я его уже соберу, можно будет мерять частоту гетеродина частотомером. И здесь наносить градации. Вот тут будут клеммы подключения антенны, земля и антенна. Здесь будет тумблер, включение-отключение, ручка настройки. Динамик закрою, наверное, тканью какой-нибудь такой плотненькой. И здесь вот будет настройка обратной связи и регулятор громкости. Так примерно получается. Можно попробовать его скомплектовать, установить, например, панельки, и уже можно будет увидеть, как это примерно все будет выглядеть. Что касается слесарки, конечно, работы проделано огромное количество. Просто
время затратности. Ну, это хобби. Оно никогда не было дешевое. Каждый с ума сходит по-своему, каждый руки свои чешет по-своему. Так. Этот контур сюда вот так будет. Этот вот сюда. Вот так. Вот здесь будут лампочки. Тут уже есть отверстие для колпачков. Ну, для провода на колпачок, который пойдет. SB244 она идет без колпачка. Тут будут такие резиночки переходные. И вот так вот он получился. И уже руки чешутся его собирать дальше. Для формовки подвала все готово. Вырезал я планочку. Вот такую. Здесь сделал угол 90 градусов. И когда я начну прогревать, она, ну, так вот согнется. И чтобы этого не произошло, я сделал распорочку. Вот такую вот распорку. И сейчас начну здесь прогревать и пропаяю этот шов. Вот это будет первая, скажем так, стенка подвала. Поэтому паяльник помощнее, терпения побольше. И вперед. Пропаял я первую стенку подвала. Страшненько немножко, конечно. Но с него не стрелять. Тут что-то прилипло. Даже никуда ничего вроде бы не уплыло. Ну, хотя... Я думаю, все нормально. Это все-таки конструкция выходного дня. Ну, подуплыло, да? Припой начал здесь оно с одной стороны. Припой начал застывать. Внутреннее натяжение и чуть-чуть ее. Но я думаю, что если я так вот чуть-чуть усилия приложу, я ее выгну. Ну, на припое там, на чем, ну, довольно-таки очень крепко держится. Ну, когда я здесь сделаю стенку, я учту вот этот угол. И я немножечко оттяну так. Зафиксирую, и будет все отлично. Тут никак не сделать, потому что его греешь, и припой застывает. Ну, как сварка. Кто сварщики, кто варил когда-нибудь, знают, что если вот с одной стороны варишь, все, он застывает и стягивает, и поджимает. Достаточно здесь тут, там, не знаю, там 10 миллиметра, там меньше стянуться, как на таком плече уже раз, там уже, да, оно там уже ушло. Вот так. Это все помою, флюс повылазил немножечко. И о чем я еще подумал. Достаточно очень тяжело прогревать эту медь. Я еще как бы, ну, или большим паяльником, или феном подогреваю. Очень большая площадь. И когда начну запаивать вот эти вот массы контуров, то получится так, что придется очень долго это греть, и пайка будет плохая. То надо сделать вот такие здесь полукольца. Называется термокольца. То есть вот многие видели, наверное, на платах, когда, ну, вывод массы, если он на большую площадь, то вокруг него такая прорезь. Ее будет очень легко пропаивать, и не будет столько тепла уходить на медь. То есть я здесь поделаю вот такие полукольца, и все, я свободно припаяю все, что приходит на землю. Вот. А сейчас буду вырезать боковушки и делать боковые стеночки. Боковинки припаяны. Вот таким образом. Стыки здесь надо будет почистить. Ну, тут флюс повылазил. Это все шлифану наждачечкой. А главное, подвал готов. Все, вот готов подвал. Можно потихонечку приступать к монтажу. Вот так вот это все получилось. И очень даже мне нравится. Все жестко. Панель очень жестко стоит. Не стало здесь уже до конца все пропаивать. Ну, и смысла нету. И зачем? Почему здесь нет уголков? Не спрашивайте. Ваш покорный здесь ошибся, короче, немножечко. Я неправильно приложил и хотел вот этот уголок срезать. А получилось, что срезал этот. И когда начал представлять, я понял, что уголка не хватает. Ну ничего, я здесь так вот чуть-чуть вот этот угол собью, зашлифую. Короче, это не баг, это фича. А сейчас, что я думаю? Надо бы собрать вернерное устройство. Пока еще
такое дело. Еще покрасить здесь вот это как-то надо будет все. И вот самый такой прикол, что вроде когда все собираешь, все вот, потом как это все красить, а разбирать потом обратно, это еще целое. Ну, короче, буду что-то думать, решать проблемы по мере их поступления. Но надо собрать, наверное, вернирное устройство сейчас. А потом уже что-то думать. Потому что потом я сюда не долезу. Если здесь уже будет монтаж, я просто уже сюда физически не долезу. Поэтому я сейчас попробую как-то разметить эту шкалу. Я еще шлифану, чтобы она не была поцарапанной. И каким-то образом сделаю тут разметочку. Ну, не представляю каким, но буду что-то как-то сейчас что-то тут изухищряться. Вот. Может быть, в черный диск покрашу его в черный. А потом просто на краске такими белыми буковками нацарапаю там от руки. Ну, вообще не важно, лишь бы был какой-то ориентир там от 1 до 10, да и все. Не обязательно это делать там в килогерцах. И скорее всего, что частоты разные будут. Какие вот эти катушки 2 поставлю, такие и будут. Вот, продолжаю дальше. В редакторе я нарисовал такую шкалу. Она будет 180 градусов. Просто в градусах она будет проградуирована. И можно будет даже на разных диапазонах просто себе пометки сделать. Там на таком-то градусе такая-то частота, на таком-то такая. Потому что, скорее всего, разные будут настройки. Может быть, на разные диапазоны буду делать. Поэтому удобно будет просто в градусах поворота вала расчертить. И можно будет даже выписать таблицу, на каком градусе какая частота и все. Или какая станция, например. Поэтому я сохраняю. Она в векторе будет нарисована, я ее распечатаю на фотобумагу, фотопринтером на глянцевую, будет очень красиво. Наклею на диск, прессом придавлю и будет хорошо. Вот так. Ну вот, сегодня 1 декабря, и мне пришла посылка с лампочками. Идем за лампами на почту. Вот я получил свои лампочки. Теперь я иду распаковать и посмотреть, что же там внутри. И можно будет приемничек уже запускать и настраивать. Так. Все он тут запаковал. Каждая еще в отдельном. Вот. В отдельной тряпочке. Ну, почта. Опа. Это одна. Такая красавица. 43-й год. 4-й месяц 43-го года. В войну ее делали. Это просто история. Так, дальше. Дальше. Блин, такие поломали. Вот, ну как так почте этой доверять? Ну гляну. Ё-моё. Она апрель 45-го. За месяц до победы в войне. 45-й год. И еще одна. Вот такая. Это 50-го года. Они страшненькие, правда. Ну, блин. Это круто. Припаял держатель лампочки, потому что какой приемник без лампочки. Вот сюда она будет так вот вставляться. Здесь будет фиксироваться. Будет подсвечивать шкалу. Также на шкале должен быть указатель. Я думаю, что я возьму просто медную проволочку и припаяю ее вот сюда. Просто прихвачу 2 прихватками. И она будет здесь создавать такую вот вертикальную линию. Я думаю, будет видно ее, и будет такая меточка для отсчета. Так, покрасил я переднюю панель в такой вот металлик. И пока сохнет краска, самое время заняться катушками индуктивности. Пока сохнет панель, я, наверное, займусь катушками. Вот такие будут стоять катушки. Это с телевизора с ПЧ-тракта. У них диаметр 8 мм,
устроены они вот таким вот образом. Два сердечника друг на друга. С двух сторон они регулируются, по резьбе перемещаются. И тем самым подстраиваются катушки. Катушка у нас будет с индуктивной связью. То есть одна катушка мотается на одном участке, вторая катушка мотается на втором участке каркаса. И каждая имеет свой построечный сердечник, вот эти, для настройки в резонанс. Между ними будет индуктивная связь. Я заранее их расставлю подальше. Чем меньше между катушками связь, тем уже полоса пропускания, но в то же время больше потери. А чем ближе катушки друг к другу, тем получается более пологая характеристика у них, меньше потерь, но намного-намного расширяется полоса пропускания. Поэтому я их расставлю подальше. Если для меня будет слишком узкая полоса, то я всегда между катушками могу включить конденсатор связи. То есть помимо индуктивной связи будет емкостная связь. То есть между вот этим выводом и вот этим здесь можно включить небольшой конденсатор, там единица пикофарад, и тем самым добавить нужной связи. Рассчитываются катушки таким образом, что она имеет конденсатор и индуктивность. Соотношение конденсатора и индуктивности определяет ее реактивное сопротивление. Его нужно согласовать с сопротивлением анода. На каждую лампу в ее характеристиках указывается выходное сопротивление по переменному току, соответственно. Здесь около 30 кОм. То есть нам нужно рассчитать так: чем меньше емкость конденсатора и больше индуктивность, тем выше сопротивление реактивное у контура. Ну и соответственно наоборот. То есть емкость конденсатора и количество витков, то есть индуктивности, нужно такое, чтобы катушка при этом оставалась на частоте промежуточной, ну, на частоте настройки промежуточной частоты, но ее сопротивление было равно сопротивлению анода. И тогда будет все в ажуре. Поэтому эти все расчеты есть, формулы, куча справочников, этим всем я занимался в далекое время. Сейчас для этого есть онлайн-калькуляторы, куда ты вводишь просто параметры, диаметр. Например, нужно нам найти индуктивность. Высчитывается сначала сопротивление контура, находится емкость, находится индуктивность. Потом уже по нужной индуктивности вводим диаметр провода, диаметр каркаса, длину намотки, вот эти вот. И программа высчитывает, сколько нам нужно намотать витков. То есть упрощается намного жизнь. Не хочу я сейчас расписывать формулы, я себе жизнь тут упрощу. Здесь я сделаю вот такие вот, приклею такие вот ушки. И вырежу такие вот кругляшки, плотненько их сюда надену. Для того, чтобы у меня витки, ну, как бы они ограничивались и были вот в каких-то таких вот, ну, ушках. Вот таким вот образом вот это все расчищу и буду наматывать катушки. Вот расчищаю я катушки потихонечку. Расчищаю здесь вот эти вот места пайки, сами сердечники, вернее. Ну, короче, да. Вот, все это расчистил. Ну, здесь еще не расчистил, за это вот только берусь. Вот, нашел провод, который мотать. Буду вот этим. Вот у меня такая целая катушка, электромагнит. Это был какой-то с какого-то контактора. И тут прямо километр, наверное, провода. Вот, буду вот этим. Сейчас посмотрим, какой у него диаметр. Я думаю, там если 0,15 будет вообще хорошо. Так, мой электронный. Вот, и сейчас глянем. Че он только, ну, о. 0,16, 0,15, 0,16 с изоляцией. Вообще отличненько. А на входные катушки, если я буду их делать на КВ, то можно взять вот такой провод. А тут у него 0,45. Четенько 0,45. Вот. Так что отлично. Сейчас я дальше вот это все расчищу, освобожу полностью все катушки от всего вот этого. И буду делать щечки. Щечки я, скорее всего, буду делать с текстолита. У меня есть вот такой вот тоненький совсем.
Если я тут вырезаю всякие лекала, такой вообще фольги на нем нет, и он совсем тоненький, ну крепенький. И я на нем возьму, повыштамповываю вот такие вот отверстия, сделаю их кругленькими. И сюда понадеваю. И в этих щечках буду мотать катушки. Я понарезал вот такие шайбочки. И вот так вот получается. Вот таким образом. Вот там вот такой я сделал пропильчик для внутреннего провода. И вот здесь намотается одна катушка. И здесь вторая катушка. А это будет между ними зазор. Надеюсь, не сильно много здесь будет магнитной связи. А если уж ее будет мало, тогда я добавлю емкостную связь. А если ее окажется много, вот это уже хуже. Придется каким-то образом их раздвигать. Ну, первый блин комом. Я так почему-то считаю, что будет все нормально. Эта катушка будет настраиваться отсюда. Эта катушка будет настраиваться отсюда. Вот. А конденсаторы будут внешние здесь висеть. Для того, чтобы контур закрыть. И если мне надо будет что-то подобрать, я с внешней стороны смогу подбирать конденсаторы. Для того, чтобы сердечник был примерно посередине катушки. Каркасы все готовы. Все щечки я приклеил. Все подогнал. И можно пробовать мотать катушки. Сначала намотаю промежуточные катушки. Катушки промежуточной частоты. Вгоню их в резонанс. Отстрою. А потом я уже буду мотать антенную катушку и генератора плавного диапазона, гетеродинную. Поэтому надо сейчас попробовать намотать пробную часть, посмотреть, сколько получится по индуктивности померить и понимать, что дальше. И потом уже обмотать их одинаково, а не так, что каждую прям в отдельности. Первый контур я намотал. Вот так вот получилось. Закрепил вот здесь проводники. Сделал такие небольшие пропильчики. Чтобы все было нормально. Ну, скажем так. По расчетам было одно. Получилось другое. Во-первых, катушки намотал все-таки в навал. Более-менее так распределял витки, но все же в навал. По расчетам у меня должно было получиться 410 витков в каждой катушке. Ну, а по факту получилось по 350. Вот так. Ну, я как бы намотал сразу много витков. И потихонечку 50 смотал, подключал к прибору, мерил индуктивность. Потом еще раз смотал, еще раз мерил индуктивность. И так вот такими замерами выяснил, что нужно по 350 витков. Первая катушка готова. Теперь вторую ПЧ надо мотать. И с учетом того, что здесь будет между ними еще катушка связи. Готова еще одна катушечка. Здесь 3 обмотки. Здесь получается 2 промежуточной частоты обмотки. И 1 обмотка связи. Положительной обратной связи нам намотана поверх вот этой катушки. То есть вот эта анодная катушка предыдущего каскада, это сеточная катушка. И на сеточной намотана катушка обратной связи. Вот так это получилось. И вот. Катушки ПЧ готовы. Осталось намотать катушку гетеродина и антенную. Но я еще не определился с диапазоном. Дело в том, что мотать на средние волны, ну это сильно банально. Там 2 станции. Там, по-моему, одна станция вещает Крым Реалии, там 645 то ли килогерц. И одна, по-моему, российская станция Вести, там 1200 килогерц. 2 станции по факту русскоязычных. Поэтому я не вижу смысла на средние волны делать. А вот послушать хулиганов на 3 МГц, это интереснее. А потом к этому приемничку еще и сделать генератор высокочастотных колебаний, скажем так.
промодулированных по амплитуде, это будет интересней. Поэтому я думаю, скорее всего, что я сделаю перекрытие диапазона от 3 МГц и выше. То есть на 3 мы можем еще будем слушать хулиганов, а выше там уже вещателки какие-то должны быть. Ну, то есть я сделал 3 и выше, а там сколько выше получится. На коротких волнах какие-то станции будут тоже. Итак, вот намотан антенный контур. Основная катушка и катушка связи. Вот таким вот образом. И вот гетеродинный контур. Намотал саму основную катушку. Под низ заизолировал ее. Виток к витку, она в натяг хорошо намотана. Пропитана лаком. И заизолирована. Гетеродинная катушка должна быть сделана очень хорошо. И поверх буду мотать анодную катушку связи. Вот таким вот образом. И потом уже распаяю все остальное. Итак, катушки намотаны. Все 4. Вот эта катушка гетеродина. Я все пропитал лаком. На ней намотана катушка связи. И фазировку вот я отметил белыми метками. Потому что гетеродин с индуктивной обратной связью. И ему важно, для положительной обратной связи, ему важно направление обмоток. И чтобы потом там не экспериментировать, я сразу померил, вернее, наметил концы и начало. Вот так вот получились катушечки. Это катушка антенного контура. Вот это сам контур, здесь двухслойная катушка, это катушка связи. Там 5 или 6 витков. И вот промежуточные катушки. Тоже пропитано все лаком, потому что мотал в навал. Витки так или иначе укладываются неровно. Сейчас камера сфокусируется. И нужно все было пропитать лаком. Так получилось. Одна ПЧ катушка, вот так вторая. Также на ПЧ катушке намотана катушка связи для положительной обратной связи, потому что это регенератор. И также я отметил начало обмоток, которые я правильно сфазирую при сборке. Так, и теперь остался открыт вопрос с выходным трансформатором. Как быть и что там делать? Динамик у меня будет вот такой. Поставлю новенький. Сколько он тут пролежал в коробочке? 74 год. 10 месяц 74 года. Да, вот. Родная коробочка. 10 месяц 74 год. Цена 2 рубля. 2 рубля, ничего себе. Ого, цены какие были. Это при 100 рублей зарплаты, там, это 2% от зарплаты. Если сейчас у нас средняя зарплата, там, указано, ну, сколько там, 30 тысяч, 2% это 600 рублей. Это как сейчас бы такой динамичек стоил 600 рублей. Почему-то говорят, что было все дешево. Почему-то же дешево-то, ничего себе. Но неважно, это отступление. Вот такой у нас будет динамик. Его сопротивление катушки 8 Ом. Как нам рассчитать трансформатор? Нам нужно найти сопротивление лампы. Я сейчас открою справочник. Вот все, нашел я сопротивление лампы. Значит, сопротивление лампы в этой точке на аноде равно 30 килоом, то есть 30 тысяч Ом. А динамик у нас 8 Ом. То есть очень-очень большая разница. И нужно нам это дело согласовать. Рассчитывается это, ну, по вот такой формуле. Значит, коэффициент
трансформации равен корень. Значит, здесь у нас сопротивление анода, деленное на 10, умноженное на сопротивление, ну, динамика, короче. Вот, и подставляем сюда свои значения. Значит, сопротивление анода у нас 30 тысяч Ом. Я буду на компьютере сразу в калькуляторе вводить. Я прям при вас рассчитаю. 30 тысяч Ом. И нам нужно, тогда получается 8 Ом у нас динамик. Значит, надо 10 умножить на 8 равно 80. Значит, вот эта цифра у нас получается будет 80. И сопротивление лампы у нас 30 тысяч Ом по справочнику. Значит, нужно 30 тысяч разделить на 80. Это будет 375. 375. И корень из 375 это 19 и 3. То есть коэффициент трансформации у нас должен быть 19 и 3. У меня есть вот такой вот трансформаторчик маленький, который я купил в магазине. И на выходе две обмотки по 6 вольт. То есть 12 вольт между краями. На входе 220. То есть его, грубо говоря, коэффициент трансформации по напряжению будет 220 делить на 12. Вот так. 12. Да, вот. И сейчас я это посчитаю в калькуляторе на компьютере. 220 делим на 12 и равно 18 и 3. Параметры очень-очень прямо рядом. Его можно даже применить. Есть еще у меня один трансформатор, в котором две обмотки по 9 вольт. То есть между крайними 18. Давайте попробуем рассчитать его. Значит, нам нужно 220 делить на 18 вольт. Сейчас я это пересчитаю. 220 делим на 18 равно 12,2. Значит, его коэффициент трансформации получается 12,2. Но он не подходит. То есть вот этот первый трансформаторчик очень даже нам подходит. И я считаю, что в принципе вот это несовпадение, это вообще это очень-очень мало. Это сколько здесь получается процентов? 5% и то меньше. Поэтому нужно использовать его. Но есть одно но. Так как он работает в однотактном каскаде, этот трансформатор рассчитан для переменного тока. И у него магнитопровод набирается в перекрышку. Скажем так, одна пластина так, вторая вот так. Одна так, вторая вот так. И зазора в магнитопроводе нет. У нас же будет протекать постоянный ток. И в этом вот месте у нас получается будет протекать анодный ток, который все время будет подмагничивать трансформатор. И трансформатор просто-напросто в какой-то момент железо насытится, намагнитится, и размагничивать его ничего не будет. То есть ток здесь течет все время в одном направлении, намагничивая сердечник. Его коэффициент полезного действия КПД очень заметно сильно падает, и в итоге трансформатор плохо работает. Поэтому нужно что сделать? Нам нужно... нам нужно трансформатор разобрать. Все шарообразные пластины сложить с одной стороны, а все палочки сложить с другой стороны. И получится, здесь такой зазор. Ну, зазор можно любой там взять, самый минимальный, там 0,2 мм какой-нибудь, толщину бумаги просто проложить. И собрать его с зазором. То есть шарообразные пластины в одну сторону, палочки в другую сторону, и соберем его с зазором. И этот зазор не даст ему намагничиваться.
Так будет правильно работать. Так все собраны однотактные трансформаторы. Поэтому этот трансформатор нужно переделать. Я вот сейчас разберу, переделаю ему магнитопровод и соберу его обратно. И он нам прямо четенько вот сюда вот станет. Разобрал этот трансформаторчик, и китайцы забыли сюда засунуть одну из пластинок. Вот же, блин, паразиты такие. Вот нету. Я думаю, может, выпала. Ну, нигде она не выпала, ее нигде нет. Ее просто нету. Ну, это ничего, не беда. Нам это ничего. Вот, тут что-то еще как-то у них не срослось. Ну, короче, весь кривой, косой. Ну, и все. Его надо теперь разобрать. То есть, вот такой смысл, что надо вот эти все. Может, его нагреть придется. Ну, надо вот эти все, короче, пластинки. Их надо все сюда выковырять и так. И разобрать его. И, короче, у меня сейчас увлекательное занятие будет. Фиг он разбирается вообще. Я не знаю, как они его затрамбовали. Может, нагреть его надо. Еще и лак какой-то. Ну, буду разбирать. Ну вот, разобрал я трансформатор. Из себя представляет он две катушки отдельные и набор железа. Наверное, многие в детстве, да, видели вот такую. Вот это все. И не могли понять, откуда это, эти ешки, шашки. Делали из них там, соединяли их, и звездочки эти. Где-то сейчас увидел, наверное, все, кому около 40, наверное, аж олдскулы свело, да, от увиденного. Вот так вот. Ну, короче, буду использовать вот эти вот катушечки. И сейчас я его наберу как звуковой трансформатор для однотактной схемы. Погнали. Что там? Давайте я вам покажу, как это будет делаться. Значит, выходы у нас. Выходы. Один в динамик, один в анод. Можно их поставить вместе. Можно развернуть в разные стороны. Вот таким образом. Ну, я думаю, наверное, их лучше поставить вместе, чтобы трансформаторчик где-то там стал к стеночке. И надо их вот так вот брать и набирать. Вот такое занятие нетривиальное. И все вот эти шаобразки засовываем с одной стороны. Вот тут вот кое-где поприлипали палочки. И вот таким вот образом все засовывается. Так, ну вот я перебрал трансформатор. Вот так я его собрал. Все с одной стороны. И теперь надо собрать вот эти все штучки в брикет. Ну, понятно, что их там как-то не склеишь. Я их, наверное, соберу вот здесь на дне. Проложу бумажечку, а потом сверху надену просто-напросто трансформатор. Вот так. Раз. И все. Мне просто, ну, будет их там проще уложить, они там будут держаться. А так вот их по одной, ну, они будут распадаться, вот так и все. Поэтому сейчас их соберу вот туда вниз. Так, вот я их туда понакидал. Одной не хватало. Я чуть-чуть здесь сжал, вот так вот. Теперь сюда закинем бумажечку. Вот обычная чековая бумажка. Я не знаю. Ладно, тут зазор какой-нибудь создать, да и все. Для поля. На таких мощностях он там сильно ни на что играть не будет, но будет намного лучше. Короче, туда ее. И потом вот так вот надо его собрать. Вот. Все. Я его сейчас вот так вот чуть-чуть сдавлю сюда. И соберу. Хотя он, в принципе, уже нормально сдавился, собрал. Я лапы чуть-чуть отрезал, им такие длинные не нужны. Я его там припаяю, облужу их, припаяю в шасси самому. Вот. И вот таким образом трансформатор можно собрать.
Все. Теперь из силового трансформатора получился у нас звуковой. Ну вот, шкала. Вот такая шкала. Сделал и распечатал ее на плотной такой фотобумаге. Я ее сейчас вырежу и приклею вот сюда, на этот шкив. И здесь будет верное устройство. Оно нужно было быть как бы снаружи. Ну, здесь будет шкала стоять, я его сделал изнутри. И тут чуть-чуть там пропилил, правда, так небрежно. Вот, и я сейчас этот диск вырежу. Приклею его сюда. Отцентруется на валу КПЕ. И будет красота. Вернир готов. И теперь можно вот так вращать ручку. И настраиваться на частоты. Я избавился от всяких болтов, винтов и гаек на передней панели. Выглядит это вот так. И сейчас покажу, как устроено. Таким вот образом. Так, как-то будет лучше видно. Вот так вот. Сделал здесь ниточку. Пружинку там засунул, которая держит натяжку. Вот так лучше видно. И теперь вот так вот механизм работает. Здесь будет лампочка стоять. Шкала из плотной бумаги будет здесь просвечивать, будет подсвечиваться. И вот так вот получилось. Очень жестко, никаких люфтов. Продольное перемещение тоже минимальное. Меньше, наверное, 1/3 миллиметра. Вот так. И в этой бронзовой втулке он очень-очень долго проходит. Натяжка нитки не шибко большая, поэтому там какой-то нагрузки сильно нету. И давайте приделаем ручку. И посмотрим, какой получился передаток. Камеру надо установить. Я сделал так, что отмерил четко высоту ручек, вернее осей, чтобы когда ручка плотно садится, и она как раз имела зазор к панели. И получается, что нельзя ручку настолько плотно посадить, чтобы она начала царапать панель. То есть вот ее до конца и прижал, и все, и ручка не пропхнется и не будет царапать панель. Вот так это получилось. И давайте посмотрим, сколько оборотов нужно сделать. Так вот можно заметить. И вот вращаем. Раз, два, три, 4 и чуть больше 4. Ну, 1 к 8 получилось замедление. 4 оборота, это полоборота конденсатора. И очень мягенько, без всяких люфтов, без ничего, им там взяться негде. Идет настройка. Вот тут такое окошечко. И можно, сейчас так не отсвечивало, и можно настраиваться здесь на градус поворота оси. Вот. Уже я установил разъем. Сюда будет подаваться питание. Здесь будет подключаться антенна. Вот такой тумблер. Он, кстати, очень интересного вида. Вот. И потихонечку буду уже собирать, комплектовать монтаж. Начну сейчас разводку. Кстати, экраны я не поленился, шлифанул. И они теперь вот так вот блестят. Вот. Да, не так вот без энтузиазма, но, по крайней мере, будет красивенько.
И сейчас я начну напаивать основные элементы, установлю катушки, разведу накальные цепи, землю везде попропаиваю. И потихонечку уже буду начинать монтаж. Потому что слесарная часть, в принципе, по большому счету уже сделана. Только вот единственный недостаток меди, она очень быстро темнеет. Я еще не успел ничего тут сделать, доделать, и она уже прям на глазах темнеет. Поэтому нутро будет уже темное до завершения проекта. А вот, кстати, переднюю панель, я думал, может быть, патиной провести так вот, как будто вот под старую медь такое вот. Хотя фиг его знает, надо, не надо. Сделаю кожу, будет видно. Я установил катушки. И уже что-то довырисовывается. Вот здесь поставил резиновые втулочки на переходах. Вот здесь резиновая втулочка. И таким вот образом потихоньку вырисовывается. Здесь уже запаиваю. И сейчас буду здесь разводить разводку. Начну с накала. Разведу накальные цепи, потом анодные. И потихонечку набью монтаж. Вот так вот получается. Вот так вот я набиваю монтаж потихонечку. Провел накальные цепи. Анодные развожу. Здесь разместил трансформатор. Вот так вот потихонечку. На пятачках решил делать. Я приделал динамик. Я сделал такую сеточку, покрасил ее. Ручки все поставил. Передняя панель готова. Сзади сделал разводку. Здесь сделал такой жгутик. И подключил здесь динамик, лампочку. Вот таким вот образом. Здесь уже в подвале тоже сделаем кое-какой монтаж. Я сделал питающие цепи, накальные. Это от конденсатора висит, пока не задействовано. Собрал усилитель низкой частоты, оконечник. Детектор начал вот уже набивать. И сейчас уже начну делать промежуточные каскады. И все остальное. По факту тут уже немного осталось. Набил я усилитель низкой частоты, детектор, усилитель промежуточной частоты. И уже перешел к смесителю с гетеродином. Вот так вот получается. На этой стороне вывел колпачки для ламп. Делаю на пятачках. И вот таким вот образом получается. Делаю из элементов, которые по факту нашел под ногами. С каких-то разборок, с плат каких-то старых телевизоров, например, какие-то тут есть. Все, что нахожу, все впаиваю. Ничего не покупалось. То, что в закромах. Монтаж я закончил. Вот таким образом все набил. Единственное, вот этот проводок остался от конденсатора. Я еще не знаю, буду задействовать вторую секцию или не буду. Если не придется задействовать, я его просто обрежу. Поэтому я его пока вот так оставил. Как говорил, делал я из того, что валялось под ногами. Поэтому получилось вот таким вот образом. Теперь осталось вставить лампы, подать питание. Питание пока будет от трансформатора. У меня есть вот такой вот трансформатор TAN 2, то есть трансформатор анодно-накальный. Тут есть обмотки 5 вольт, 6,3, то есть, соответственно, 1,3 вольта. Если выпрямить, там как раз около 2 будет, получается.
и есть анодные обмотки. Поэтому я возьму пока этот трансик, подкину, и можно будет включить, настроить. Короче, я тут свою схему крутил, мудрил и решил внести некоторые усовершенствования. То есть вот здесь я, скорее всего, этот резистор выкину. Я так подумал. И поставлю вот здесь дроссель. Вот здесь поставлю дроссель. Это будет правильнее. Потому что резистор, он все-таки хавает напряжение. Ну, то есть, в общем, снижает КПД. И не так уж он хорошо отфильтровывает. То есть, реактивное сопротивление дросселя будет на высокой частоте выше, нежели активное сопротивление резистора. Это раз. И во-вторых, он все же низкочастотную составляющую очень сильно сжирает. Колебания, которые возникают здесь на аноде, детектированные, они на этом резисторе очень много гасятся. Поэтому, а для переменного напряжения звуковой частоты этот дроссель будет иметь очень-очень низкое сопротивление. То есть будут очень большие у него плюсы. Это раз. Во-вторых, через резистор просачивается все равно очень много ВЧ. И идет, усиливается лампой. И здесь придется ставить блокировочный конденсатор тоже, чтобы повысить индуктивность трансформатора. И эта лампа будет усиливать помимо звуковой частоты и частоту ПЧ и колебаний регенератора. И лишняя энергия будет тратиться просто для того, чтобы здесь создавать анодный ток на частоте промежуточной частоты. Этого нам не надо, и тем более зачем. Поэтому я думаю, что здесь все-таки будет дроссель. Этот конденсатор повыше поставлю емкостью. И уже нормально отделю здесь низкочастотную составляющую. Поэтому будет здесь дроссель стоять. Дроссель, я думаю, выполнить. Я взял просто... Я уже начал делать. Вот такой резистор. ВС-ку. Длинную такую, зеленую. Мегаомную. Я ему на наждаке содрал проводящий слой до керамики. Это сейчас чуть подровняю, но неважно. И облудил вот эти вот на него надетые колечки. И сделаю дроссель. Я вырежу сейчас пятачки. Вот я посверлил отверстие. Дроссель должен быть, его не желательно мотать просто в навал там, или в ряд, или в несколько рядов. Почему? Он будет иметь очень большое, собственную свою емкость будет иметь очень большую. И ВЧ, которую он, отфильтровывает, для которого он имеет большое сопротивление реактивное, оно будет уже проходить как по емкостной составляющей. То есть емкость будет между витками, будет емкость, и будет ВЧ все равно стекать. Поэтому дроссель секционируют. Нужно делать секции. Чем больше секций, тем лучше. Я сделаю 3 секции. Я сделал сейчас щечки. Взял кусочек такой текстолита. Вот я посверлил отверстие. Я сейчас повырезаю такие кружки, как я делал на колебательные контуры. И сюда понадеваю. И намотаю все это в 3 секции. Я думаю, чем больше витков, тем лучше. Чем больше влезет. И будет вот такой дроссель. И попробую, как оно будет с ним. Но мне кажется, это будет лучше. Вот такое вот усовершенствование. Поэтому сейчас вырежу кружки и продолжим. Так, вот такие вот пятачки у меня получились. И нужно их надеть на оправку. Вот таким вот образом. Раз. Руки грязные. Слесарные работы, они такие слесарные. И все. И вот здесь надо надеть его. И взять супер-пупер клей, который так называется супер клей. И этим супер клеем зафиксировать. Один вот так сразу на самом верху зафиксирую. Я думаю, что здесь одной такой капли хватит. Чуть ее туда-сюда и все, и будет держаться нормально. Не под самый край. Вот так вот. И будет сейчас чудесно. Поравнять его, пока не схватился. О. И вот так вот все их проклеить. Оправки. Вот. И
И так дальше. Ровненько надо выставить. О. И таким же образом дальше. Ну вот так получилось. Вот такой каркасик. Сделаю такие вот разделители эти, перегородочки. И намотаю. У меня есть вот такой провод PLSHO. Откуда-то смотал, сохранил. И вот я им сейчас до упора здесь все и намотаю. И получится дросселек. За вот эту ножку я его припаяю. Здесь будет вывод. И включу. Вот такой у меня получился дросселек. Намотал здесь, по-моему, 150 витков. 150 витков. Или 200, 200, 150. Ну, что такое? Сколько провода было, столько и вматывал. Вмотал сюда, сюда, смотрю, заканчивается. Ну, и на третью так расположил. Вот такой получился дросселек. И сейчас его попробую впаять на свое место. Вот этими лампочками военного времени не хотелось бы рисковать. У меня есть новые, абсолютно новые, вот такие лампы 2К2М 58 год, которые больше 60 лет свет не видели. Поэтому я хочу вот эти лампы вынуть и вставить туда новые, которые во время войны делались, до 50-го, по-моему, года, они красились такой, ну, крашены были такой медью. Потом начали уже как бы желтенькие делать. Вот. Апрель 45-го года лампочка. Я их отложу. А сюда вставим вот эти. За 62 года открываем их. И достаем. Где она тут остается? Вот так. Да, за столько лет она тут уже приросла. Вот она. Новенькая. Прям аж анбоксинг такой. Кто шо распаковывает на ютубе. А вот лампы вот такие. Красавица. Пойдет вот сюда работать. Так. И вторая. Такая бумажка, тут клей, прям уже он такой уж задубел уже в стекло в какой-то. Вот вторая лампа. Их паковали еще в 58-м, а распаковывают уже на камеру, в интернет. Насколько шагнули технологии. Запаковывали в одно время, в одну эпоху, а распаковывают совсем-совсем в другую эпоху. Вот так. Так-то покрасивее будет. Блестит. Так, ну вот, питание подано с моего импровизированного блока питания. Выходной каскад, судя по звуку, работает, а конечный усилитель НЧ. Даже он реагирует, если здесь потрогать ПЧ-тракт, то есть на сетке. Есть реакция. Это хорошо. Хороший признак. Так, покажу быстренько с рук, что из себя представляет процесс настройки. Значит, генератор.
На генераторе выставлено 465 кГц. Подключен осциллограф. Значит, как здесь подключено? Антенный контур обрывается. Через конденсатор подается сигнал на сетку гептода SO242. Конденсатор обратной связи гетеродина отпаивается, срывается генерация, чтобы он не мешал. И теперь настраивается первый контур ПЧ. Щуп осциллографа. Вешаем к аноду первого каскада усиления ПЧ. И крутим контура, пока не добьемся резонанса. Нужно крутить вот такой пластиковой палочкой, сплюснутой. И засовываем в дырдочку, крутим и смотрим на стрелку осциллографа, где у нее там будет сейчас резонанс. Так, сейчас предел переключу. И сердечник вращаем. Надо следить, чтобы была частота, все как положено, и вкрутим. Вот раз, пошел назад. И вот по максимуму добились. Вот по максимуму. Раз. Теперь переходим на эту сторону. И на этой стороне вот этот сердечник. Крутим его. И смотрим на сигнал. Так, отходит щуп. И вот он. Настраиваем второй на максимум, самый. Прям вот надо на самый-самый миллиметрик максимума. Во. И нужно снова подстроить первый, потому что они друг на друга немножко влияют. Вращая один, расстраиваешь другой. И на другом тоже вот так подгоняем максимум. Все, настроили первую катушку ПЧ и смотрим ее полоску. То есть вот, например, я вращаю частоту. И вот сорвалась синхронизация. Вот. Вот вниз. Вот он резонанс. И все. То есть вот, грубо говоря, вот он начинает. На частоте 435. Раз. Вот он максимальный пик у нас. На частоте 465. И спад на частоте 495. Вот это один контур имеет такую полоску пропускания. Вот, настраиваем дальше. Ну а после того, как настроили уже первый контур, можно переходить к настройке следующего. То есть соединяем здесь все, что разомкнули, и щуп переставляем. Обрываем генерацию на регенераторе. Щуп ставим на анод лампы. И начинаем крутить катушку. Сначала вот эту с этой стороны. Так, свет надо выключить. Сначала с этой стороны. И добиваемся максимума самого. Вот. Потом залезаем вот сюда в дырочку с этой стороны. Вот сюда. И крутим здесь. Добиваемся максимума. Так. Сбил я тут свой щуп. Сейчас я переключу предел на осциллографе. Так, вот я подключил его и крутим его. Главное помнить, что не надо сигнал сильно большой подавать с генератора, чтобы не сработало РУ. Иначе можно будет крутить. Так. Наводка идет от мобилки. Вот. И вот он. Вот он. О, вот он максимум. И с другой стороны теперь тоже ловим максимум.
Вот. Тракт ПЧ, можно сказать, настроен. И вот его полосочка. Все. Теперь регенератор настраиваем. Сейчас нам надо посмотреть, в каких диапазонах лежит гетеродин. Поставим здесь 90 градусов КПЕ. И посмотрим на частоту генерации. Частота генерации получается 3,1 МГц. Вот. И значит, сейчас от края до края, вот от нуля у нас получается наименьшая частота 2,150. Запомним. И наивысшая частота. И наивысшая частота у нас получается 450. То есть перекрываем 2 МГц. Теперь к этому значению прибавляем 465 кГц и получаем значение, рабочее значение частоты. Так, ну, теперь осталось настроить входной контур. Вот он. Подключаем генератор прямо на вход. На генераторе выставляем нужную нам частоту. Модуляция выключена. И осциллограф подключаем на какой-нибудь каскад ПЧ. Ну, предположим, на вот этот. Смотрим на экран осциллографа. И вращаем антенный контур до резонанса. Вот он. Назад пошел. И вот он, резонанс. Отключаем щуп. У нас стоит несущая. И можно на генераторе включить модуляцию. Вот она, мы слышим модуляцию. Вот уровень модуляции. Вот модуляция. И мы можем настроиться на волну нашего генератора. Вот. Настройка, в принципе, предварительно закончена. А вот и анодная батарея. По случаю приобрел всего за 900 рублей 48 батареек. Ихняя емкость аж 1,8 ампер-часа. То есть наши анодные цепи, там, которые там едва 10 миллиампер превышают, они будут питать очень-очень долго. Сила тока при разряде 250 миллиампер. Я думаю, этим батарейкам они будут просто на расслабоне работать. Они свеженькие. Июнь 2020 года. И сейчас мне предстоит увлекательнейшая работа. Спаять 96 контактов между собой. Я их спаяю и в этом же кейсе оставлю. Выведу два провода. И сейчас я их вот так все вот так вот спаяю между собой. Накальные цепи буду питать от вот этих аккумуляторов. Там получился ток 500 миллиампер общий. Аккумуляторы по 2,7 ампер-часа. Ну, я, в принципе, могу для понижения их выходного сопротивления сделать их параллельно, вот так и последовательно. Получится они по 1,2 вольта, после 2,4 вольта. Ну, там я резистор там на Ом включу дополнительный. И там упадет на нем где-то там 1-2 вольта упадет, и будет как раз 2 вольта. Вот так. Поэтому анодная батарея сейчас будет. Ну, как сейчас. Предстоит мне увлекательный вечер по спайке вот этого всего последовательно. А батареек тут действительно дофига просто. Вот такие вот они. Погнали. Ну вот и получилась анодная батарея. Вот они, два конца. И вот так она выглядит. Долго я, конечно, паял. Блин, она еще и током бьется, как оказалось. Ну да, я все спаял. Такое занятное занятие, честно сказать.
96 контактов запаячу. И напряжение на ней, кстати, пойдет. Так, сейчас как-то одной рукой я попробую его измерить и показать. Сейчас. Вот, напряжение на ней получается у нас 76 вольт. Отлично. То, что надо, четенько прямо. Ну и сейчас накалку сделаю из аккумуляторов. Они отдадут свободно такой ток, так что все будет нормально. Так, ну вот мы выехали на полевые испытания. Такую проволоку сварочную взял. Ты чего разговорилась? Вот такую проволоку взял сварочную. Кинул здесь кусок такой, там с окна с машины. Метров 10 может. Подключил сюда. Сейчас попробуем что-нибудь поймать. Преимущество прямо накальных ламп мгновенно входит в работу. Давайте покрутим, что там есть. Сейчас я фокус сюда наведу. О. На шкалу. Неохота, выспался уже. Так. Поставил на полтинника другой контур. Намотал. Вот маленький шажок там сделал между завитушками провод. Вот, и ты включился. Сегодня этот не разбираю. Вообще на ишиме я тебя не разбираю. Ни одного слова практически я не понял. Надо будет все же. Тут у меня есть. Очень громко он орет, конечно, Надо прямо. будет на этом ишиме его подрепетировать, подкрутить немножко. Громкости Там контура, а то у меня так я более чем достаточно. У нас гроза над морем сегодня. Я посмотрел на Яндекс.Картах, там кругом гроза прям. Да. И вот это шорканье, это вот от грозы. Где-то тут километров 100 может, ну, над морем гроза. Надо было выехать в другое время. Ну, это издержки амплитудной модуляции. Любые амплитудные возмущения в атмосфере, они все имеют амплитудный характер в виде шорканий. Отступил, блядь, подпоехал, а их просто в воздухе оставил, блядь, и все, и забыл. Вот я сейчас стал перемыкать надо провода. Я совсем по-другому, там, это гармоника лишняя, ну как и будет везде. А ну как обратная связь работает. Вот, минимум. И срывная генерация. Вот это рабочая точка. Четенько работает регенератор. Отлично все. Намотал сколько надо. Я доволен результатом. Жалко, неохота стало зачем.
встаю, все нормально. Ну, чуть-чуть тепленький там все горит. А здесь прям нагревается так аж хлопает прям. Это был Серега. Ну, я думаю, все, ерунды нет, да. Закрываю коллектив. Пожалуйста, Вика, пострел. Это Серега был кошелек. Проблема только куда работаете, проблема. Водопад, Воронеж, 3-й район, на Казах, узкой полосой, куском близи передающего по наводке принимаю в Воронеже, в 3-м районе. Проблема, водопад. Как меня приняли и где принимаете? Проблема, водопад на приеме. И вот он что еле-еле слышно второго. Тут уже никого. Уже всякие вещателки. Тут нас интересует этот диапазон. Плохое прохождение сегодня вообще. Надо будет антенку получше сделать. Ну, привет. Вот, какой нахуй вечер. Ну, Сура тоже все станции работает. Сура плюс. Хорошее качество чистенько, аппарата Зора. Художник. 40 прием. Он художник, ребят. Работа. Плохое прохождение. Очень. Фитинги большие. Фитинги. Назову их фитинги. Спасибо, что ответили. Вот. Двойка, 9 баллов. 9 баллов, у меня индикатора нету. 9 баллов, в конце передачи станция колебания пошла. Где-то до 8 баллов. В конце передачи, вот второй раз мы включились, в конце передачи до 8 баллов. Сильные просадки. Прохождение плохое. Тут как 6-й район, понял, да? Вот с антенной что делал, может, там что-нибудь с передатчиком. Вот, капитально. Миша, приветствую. Двойка и башмак. Скажешь, Миш, как у меня тут переделки были? А как на сегодня принимаешь? Принято. Громобойно слышу, да? И двойка, 9 громких 10 баллов, и в конце передачи ты 2 раза включался. Второй раз их станция до 8 условий. Ну, позаселись такое, меняется. Ну, я на двойку передал, на двойка, 3-й район, да? Как следующая станция, и микрофон на 4-й район, на станцию Башмак. Значит, потеря Республика Новороссийская. Громобойно, Миш, слышу. Скажешь, там какие переделки, может, были? С антенной.
А второго и не слышно. Одна станция приема. Ну, приглашает художник, всем прием. Ну, болевые испытания, короче, я считаю, прошли успешно. Можно ехать домой. Вот так вот. Так, ну вот, я перестроил навещательный диапазон, поставил контура. Покрутить, послушать. Такую антенку кинул с обмоточного провода тут. Землю импровизированную. Сейчас попробуем включить, послушать. Так, что тут есть? Cu respectul, domnule Alexandru Rusu, mulțumesc pentru invitație, sărbători frumoase la toți cei papași. На средних волнах еще хуже станций. По школі імені у Києві була школа імені Артура, да. Він дав характеристику на 20. Какие-то импортные. Или китайские напевы. Орёт громко как. Aniversarului Părintele Constantin Nepola pe străzile pe care le-a construit Jan Chabal, Bastani. Rojaki, Harvaki, Paran. Ой, какие напевы, а? Ноги сами пускаются в газ. Profesor Costel Purlacu, din parohia Brântuși, din capital. Что-нибудь на знакомом языке есть? Când ne vom întâlni cu Sebastian Burdașa. Используют не натуральный, а синтетический. Горный хрусталь вернул статус декоративно-поделочного камня. Крупнейшее отечественное месторождение Астафьевское находится на Южном Урале. Это жужжание, это, кстати, от мобилки. Подношу. Вот так. На вещательном диапазоне тоже работает. В пятницу 18 декабря в Сибири, в Омске небольшой снег, 7-9 градусов мороза. В Красноярске также снег, минус 2-4. В Новосибирске без существенных осадков 6-8 градусов. В Иркутске минус 10-12. На северо-западе России Вологде 6-8 градусов мороза. В Великом Новгороде мокрый снег 0+2. В Калининграде временами дожди 6-8 градусов тепла. Работает. В Поволжье, в Казани в пятницу небольшой снег, минус 1-3. Рассказывает. В Самаре также снег 0-2. В Нижнем Новгороде 2-4 градуса мороза, снег. На юге России в Сочи небольшой дождь, плюс 10-12. В Ростове-на-Дону без существенных осадков, около 0. В Санкт-Петербурге небольшой снег, нулевая температура. В Москве ожидается облачная погода 0-2. Понятно. Информбистро открывает двери для всех желающих. Все. Вещательки тоже работают.